В этих разговорах премьер-министр Виктор Зубков именовался попросту Витей. Я говорю, я сам решу. Он говорит, не надо, пускай сам Антон все объяснит. Я, говорит, пойду к Вите, или там кому надо, мы это решим сейчас вопрос. Министр обороны Анатолий Сердюков Толей или первым? Были у Толика с Сашенькой. Мама-то не поехала, а потом к Лене доехали. Вот сейчас едем домой. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Саша. Про Сашу ты слышал здесь, да? Нет, не слышим. Все назначили. О, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Денис Коротков, я журналист Центра Досье. Это программа «Черное дело». Здесь мы рассказываем о преступлениях прошлого, которые нельзя забывать. По протоколу попрошу вас поставить лайк, подписаться, и мы начинаем. Петербург известен не только как культурная столица и родина несменяемого вождя российского народа, но и как бандитский Петербург со своими легендами 90-х. Ну и где вы сегодня, герои тех времен, из тех, кто выжил? Есть ли кто-то, кто сохранил силу и влияние? Владимир Кумарин в камере с 2007 года без видимых шансов на свободу до конца жизни. Александр Малышев, вернувшись из Испании, ведет жизнь тихого пенсионера и не вовлечен ни в большой криминал, ни в большой бизнес. Из второго ряда, действующих тоже не видно. Михаил Глущенко за решеткой с 2009-го, в январе этого года получил очередной приговор, отбывать ему еще лет 7, если еще что не припомнят. Вячеслав Дроков отбыл 15 лет, вышел в 21-м, сейчас судится за принадлежащий ему хлебозавод в Тамбовской области, отжатый во время отсидки. Есть, конечно, и более успешные персонажи, Пискарев, он же Бройлер, ныне Михайлов, профессор социологии. Но это же не власть, а небольшой бизнес. Был где-то рядом с Олимпом Роман Цепов, документ 2004. Высоко стоит владелец нефтяного терминала топливной компании морских портов Илья Трабер. Так его и бандитом-то сложно назвать. За свою долгую жизнь Илья Ильич умудрился не только ни одного приговора в Отечестве не получить, но даже подозреваемым или обвиняемым официально не был. А испанское правосудие, которое к нему претензии предъявляло, нам не указ, да и там до приговора дело не дошло. Один пример мы нашли. Геннадий Васильевич Петров. Человек, который министра называл Толей, премьера Витей, а председателя Следственного комитета Сашей. Он отбывал сроки еще при Советском Союзе, стоял на знаменитой стрелке в девятке рядом с Малышевым, разыскивался Испанией как один из главных организаторов преступного сообщества. И сегодня он и его семья не только владеют успешными частными предприятиями, но и зарабатывают миллиарды на государственных подрядах. Давайте знакомиться. Родился Геннадий Васильевич Петров в Ленинграде в 1947 году. Мы ничего не знаем о том, как жил и чем занимался гражданин Петров до 37 лет. Неизвестно, где учился, кем работал. За всю жизнь не дал он ни одного интервью, и в доступных источниках сведений того периода о нем не нашлось. Крупицы информации в бандитском Петербурге журналиста и писателя Андрея Константинова. Упоминается, что Петров работал бригадиром грузчиков на Московском вокзале. А первые достоверные сведения – информация о приговоре Народного суда Ждановского района Ленинграда в 1985-м. Злоупотребление властью или должностным положением, повлекшее тяжкие последствия, а также халатность и должностной подлог. Приговор 6 лет. Не до конца понятно. По советским законам бригадир грузчиков действительно мог рассматриваться как должностное лицо, и его действия могли квалифицировать по соответствующим статьям. Но Московский вокзал находился на территории Смольнинского района Ленинграда. А в Ждановском, ныне Приморском, и вокзала никакого нет и не было. Но как то ни было, на какое-то время наш герой оказывается в колонии. И судя по тому, что решение об условно-досрочном освобождении принимал Невский районный суд, отбывал он наказание в Ленинграде. И это дает нам основание предполагать, что эта судимость и этот срок у Петрова были не первыми. Потому что единственная колония в Невском районе – это Яблоневка, а это колония строгого режима. А преступления у Петрова были не особо тяжкие, и если бы эта судимость у него была первая, то по правилам он должен был бы пойти на общий режим. Освободился Петров уже летом 86-го, условно-досрочно, на стройке народного хозяйства. И, как писал Андрей Константинов, поначалу преимущество над безденежье сошелся с братьями Гавриленковыми, которые тогда были тесно связаны с Кумариным. Но позже, когда дела улучшились, примкнул к Александру Малышеву.
И тамбовские, и малышевские спортсмены как раз в эти годы отходили от привычной роли вышибал, ну или буфетчиков в пивных барах и ресторанах. Потому как новое время, перестройка, гласность, кооперативное движение, оно открыло перспективы. И они почувствовали собственную силу, и роли начали меняться. И если до этого они зарабатывали копеечку, ну, впрочем, весьма неплохую по советским временам, на подхвате у конвенциональных расхитителей социалистической собственности, то скоро они начнут доить своих бывших неформальных работодателей. В конце 80-х начинали с почти безобидного, с наперстков, ну они же колпачки. На Сенной, потом на Некрасовском, на стихийном рынке у метро Девяткина. На том самом рынке, на котором в 88-м произошла эпохальная разборка между кумаринскими и малышевскими по смешному изначально поводу из-за пары кожаных курток. И Геннадий Петров там был, он стоял рядом с Малышевым. Об этой истории мы подробно рассказывали в программе о Кумарине, и ссылка появится на экране, будет в описании. Это первая масштабная стрелка, на которую одна из сторон явилась с огнестрелом. Малышев дал команду своим брать оружие. Этой стрелки, однако, возможно, чудом не случилось. В те относительно идиллические времена спортивные коллективы, наверное, еще не были готовы лить кровь коллег, но все же товарищи спортсмены в одних залах тренировались, на одних спартакиадах выступали и на воротах в знакомых кабаках стояли. После того, как Мискарев ранил ножом двоих, все как-то опомнились, раненых в больницу отвезли, но один из них умер. И формально победившему со счетом 2-0 Малышеву пришлось хуже, чем Кумарин. Ну, потому что уже не только милиция, но и партийное руководство обратило внимание на некое новое явление. Поступила команда разобраться, ликвидировать. Ну и первый удар пришелся по Малышевским. Правда, никакой организованной преступной деятельности не выявили. Но Мискарев-то пошел под суд за убийство, согласно следственным материалам, совершенное в обычной драке. А Малышев, у которого за плечами уже было 2 срока за убийство, он с парой близких предпочел уехать в Швецию, сказавшись пострадавшим за веру. И вернулся только в 91-м, когда уголовное дело по Девяткина завершилось приговором Бройлеру. Геннадий Петров остался в России. Но опять небольшой провал в биографии, мало данных. Но понятно, что для малышевских настали непростые времена, и на первые роли вышли тамбовские со своими дочерними и зависимыми коллективами. Но потом опять поворот судьбы. И в 90-м сам Владимир Кумарин и несколько десятков его бойцов и бригадиров были арестованы с замахом на страшную 77-ю статью УК РСФСР. А это бандитизм вплоть до расстрела. Чего стоит одно дело Кумарина? У этого человека было около 800 боевиков. Без преувеличения можно сказать, что почти полгорода обложил он данью. Вместе с ним было арестовано 72 человека. Финал за решеткой. Но пока рано говорить о торжестве справедливости. По полученной нами информации, Московский районный народный суд возбудил дело о даче заведомо ложных показаний свидетельницей на процессе Кумарина. И да, дела начнут быстро разваливаться, никакого бандитизма не докажут, и Кумарин проведет за забором меньше 4 лет за вымогательство до самоуправства, но на какое-то время его империя останется без императора, а Малышев вернется и на 1,5 года станет самым известным бандитом Петербурга. И широкой публике будет известна именно эта фамилия Малышев. О Геннадии Петрове обыватель тогда и не слышал. А зря. Возможно, уже тогда именно он обладал настоящим влиянием. И тогда коллектив Малышева от примитивного сбора дани начнет переходить к бизнесу более творческому. Ну, например, к разводкам, иногда многоуровневым, с имитацией наезда одних злых бандитов и представления защиты другими добрыми, и даже к некоторым финансовым схемам. В 92 году правоохрана нанесет удар по Малышевским. Ну, прям какая-то зеркальная ситуация с тамбовскими, которых пытались громить в 90-м. Опять массовые аресты. 3 десятка человек арестованы, включая самого Малышева, которого плюс ко всему задержали с пистолетом при себе. Попал в камеру и Геннадий Петров, но совсем ненадолго. Он вскоре выйдет на свободу невинно. Некий коммерсант по фамилии Беликов в начале следствия рассказывал, что 2 бандитов приволокли его прямо в офис к Петрову и Малышеву и прямо в их присутствии вымогали деньги, там, по 100 000 рублей ежемесячно. А потом Беликов заявил, что злодеи-похитители его обманули. Они выдали за Геннадия Петрова и Александра Малышева каких-то других, совершенно ему неизвестных людей, а к Геннадию Васильевичу и Александру Ивановичу он, дескать, никаких претензий не имеет. А привозили бедолагу Беликова, кстати, в офис некоего совместного предприятия «Петродин» на Каменном острове. Это очень интересное предприятие.
В начале 90-х организованный бандитизм столкнулся с вечной проблемой успешных преступных сообществ. А что, собственно говоря, делать с нажитыми деньгами? Эволюционный процесс человечества подсказал. Коллективы от охоты и рыболовства, то есть от банальных поборов и грабежей, начали переходить к оседлому земледелию и скотоводству. Геннадий Петров начинает путь от авторитетного бандита к авторитетному бизнесмену одним из первых. Уже в октябре 91-го, когда и Советский Союз еще официально упразднен не был, учреждается совместное советско-шведское предприятие. Петров – официальный генеральный директор. Чем же занималось предприятие? Для начала это был своеобразный официальный офис малышского коллектива. Сам Александр Иванович, как известно, предпочитал принимать посетителей в гостинице «Пулковская», в которой имел постоянные апартаменты. И контора на Березовой аллее 7 на Каменном острове тоже не пустовала. Того же Беликова, наверное, было бы неудобно тащить на глазах у всех в Пулковскую. Да и иные более конфиденциальные встречи проводились на Каменном. В разговоре с изданием «Инсайдер» японский мафиозо якудза Киничи Камиясу был достаточно откровенен. Он контролировал 35% акций Петродина, а остальные 65% принадлежали Геннадию Петрову и его соратнику Сергею Кузьмину. Камиясу установил тесные связи с петербургским криминалитетом в конце 80-х и рассказывал, что его принимали именно на Каменном. И о том, в чем, собственно, заключался бизнес Петродина. Разрешение на каковой бизнес были подписаны Владимиром Владимировичем Путиным. Казино. Сеть так называемых муниципальных казино. А главный по игорному бизнесу, тот, от кого зависела выдача разрешений и кто осуществлял контроль, с декабря 1991 года, согласно распоряжению мэра Анатолия Собчака, лично Путин. Камиясу вспоминает слова Путина, сказанные на выставке игровых автоматов. «Добро пожаловать в Россию делать бизнес. России сегодня нужны иностранные инвесторы, как вы». Короче говоря, произнес очень доброжелательную речь о международном бизнесе. Потом Путин будет жаловаться, что, несмотря на все возможности налоговой службы, полиции и госбезопасности, нехорошие владельцы казино его обманули и провели, спрятав доходы от игорного бизнеса и оставив город без денег. Его все время обманывают. Начиная от программы сырье в обмен на продовольствие в 91-м и заканчивая зарубежными партнерами из НАТО. Он очень доверчивый и беспомощный. Разумеется, у нас уже есть выпуски про связи Путина с игорным бизнесом и про то, как он оставил голодный Петербург без продуктов. Ссылки появятся на экране, будут в описании. А еще господин Камиясу говорит, как мне кажется, очень важную вещь. Когда журналист спрашивает, почему на фотографиях так редко появляется Александр Малышев, который вроде как был главным боссом, японец отвечает. Он, то есть Малышев, не всегда присутствовал в офисе на встречах, только иногда. Насколько я понимаю, он отвечал за силовую часть. А Гена и Сергей были главными. А в интервью Владимиру Иванидзе для «Новой газеты» Камиясу высказывался еще определеннее. А кто был настоящим боссом? Гена или Малышев? Гена, конечно. Я знаю, что работа Малышева была контролировать чистый криминал. Убивать людей – это была его работа, он отдавал приказы другой части организации людям на улице. То есть главным именно по бизнесу, а может и не только по бизнесу, в коллективе он воспринимал в первую очередь Петрова, во вторую Кузьмина, а Малышева только как грубую силу. А тогда это было не для всех очевидно. Главным, затмевающим всех брендом был Александр Малышев. Вскоре его сменят всемогущие тамбовцы Владимир Кумарин, а имя Геннадия Петрова большинство граждан республики узнают только от испанских прокуроров. Когда окажется, что несмотря на уважение и признание, которые теневой мир испытывает к Малышеву, его воспринимают больше как пенсионера, тогда как реальными связями, возможностями и реальными деньгами обладает Геннадий Петров. Казино бизнес Петрова не ограничивался. Камиясу невзначай упоминает интересно. Да, но у Гены была власть. Он контролировал все. Он контролировал и железную дорогу, как он сказал мне однажды. Железная дорога, серьезно. Где и когда пересеклись пути Геннадия Петрова и Николая Аксененко, впоследствии министра путей сообщения и вице-премьера, вплоть до 2000 года и последующие опалы, это неизвестно. В 85-м, когда бригадир грузчиков Петров пошел под суд, Аксененко только-только был назначен начальником Ленинград-Финляндского отделения Октябрьской железной дороги. Кто знает. Но факт в том, что в 90-х Петров поддерживал уже весьма тесные отношения с Аксененко, который стал заместителем начальника Октябрьской железной дороги, и с его сыном Рустамом. А в 94-м совместно с инженером-строителем Игорем Найвальтом учредил Балтийскую строительную компанию, ставшую одним из крупнейших железнодорожных подрядчиков.
А еще Банк «Россия», основанный в 90-м году, изначально наполовину принадлежавший Ленинградскому обкому КПСС. К концу 90-х, конечно, состав собственников изменится. И среди них личные друзья Путина Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Ралдугин, отец бывшего зятя Путина Николай Шамалов, сын его двоюродной сестры Михаил Шеломов, ну и прочие интересные персоны. После того, как против банка были введены международные санкции, господин президент обещал туда свой зарплатный проект перенести. Банк России был поставлен под санкции. Это было первое финансовое учреждение. Я просто демонстративно перевел туда свои деньги и, по-моему, зарплату туда перечислил. А как вскрылось во время следствия в Испании, Геннадий Петров и Сергей Кузьмин владели по 2,2% акций этого замечательного банка напрямую. И в общей сложности 14,2% через юрлица в 98-99 годах. А ведь в такую компанию, как Банк России, наверное, кого попал, не пускали. А издание «Инсайдер» утверждает, что на основании документов испанского суда и вовсе насчитал у Петрова 27% акций Банка России в период 1992-2003 годов. Но беспокоились господа бандиты не только о деньгах, но и о имидже, о связях, о влиянии. И Петродин был одним из учредителей фестиваля «Белые ночи», который формально организовал Владимир Киселев. Ну, тот самый, из группы «Земляне», который потом учредил Фонд Федерации и стал руководителем ГУП Кремль. Ну, тот, который возил в Россию Шерон Стоун, Микки Рурка, Монику Белуччи и многих других. На одном из мероприятий еще Путин на рояле «С чего начинается Родина» подбирал. А «Белые ночи» проводились практически на государственном уровне. В сентябре 1995 года на свободу выходит Малышев. Громко заявленные обвинения рассыпались на следствии либо в суде, и вменить страшному злодею Малышеву удалось только кольт, который, на счастье, оказался у него при задержании. Но Малышев надолго в России не задержался, отправился лечиться за рубеж, да там остался. Обосновался в Испании. Туда же отправился Геннадий Петров. Ну, а почему? Бизнес-успехи налицо, попытка правоохраны засадить верхушку коллектива рухнула. Наверное, оставаться слишком рискованно было. Пока главный сидел в изоляторе и уголовные процессы отнимали силы и время у команды, город под себя подбирал Владимир Кумарин, как раз вышедший на свободу в 93-м. И кровь все стороны лили без оглядки, малышевские были под огнем. Рассказывая о Малышеве в одной из наших программ, мы приводили краткий мартиролог его команды. Ну, ссылка будет на экране и в описании. Геннадий Петров тоже предпочитает уехать. Получив каким-то образом греческое гражданство, господин Геннадий Петров обосновывается в испанской Марбелье. Ну, потом переезжает на Майорку. Не бедствует. Испанская прокуратура позже оценит его активы, ну, те, которые сможет обнаружить в Испании, примерно в 50 миллионов евро. Поразительно! Но отъезд, кажется, не вредит его бизнесу и на родине. Напротив, он расширяется. Как мы уже сказали, Петров и Кузьмин становятся миноритариями Банка России. Строительный бизнес развивается, начинает работать Балтийский монолит, подрастает смена. Сын Антон в 25 лет в 2006-м открывает сеть ювелирных магазинов 585. Но все как-то без помпы. И за исключением узкого круга осведомленных, почти никому господин Петров в России неизвестен, как неинтересен. До 2008 года, когда в Испании случилась операция «Тройка» с автоматчиками в броне, вертолетами и фото на первых полосах. Как писал тогда Андрей Константинов, в июле 2008 года в Испании прошли массовые аресты русской мафии. Были задержаны 20 человек, среди которых оказались и сам Александр Малышев и Геннадий Петров. Фамилия последнего широкой общественности практически ничего не скажет. Сказала, именно Петров, а не старый символ Александр Малышев, стал главной новостью и главным героем испанской истории. А готовили испанцы реализацию несколько лет, и за это время получили 1000 записей приватных разговоров Геннадия Петрова, и вот эти записи стали главной сенсацией. Издание «Инсайдер», которое смогло получить доступ к аудиофайлам и расшифровкам, их обильно цитирует, и вдруг выяснилось, что один из лидеров преступного сообщества, уже несколько лет как покинувший Россию и подзабытый на родине, имеет такое влияние, что он, кажется, на равных общается с высшими чиновниками и депутатами, и, находясь за несколько тысяч километров, может успешно лоббировать важные назначения в Москве.
И в этих разговорах премьер-министр Виктор Зубков именовался попросту Витей, министр обороны Анатолий Сердюков Толей, ну или первым, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Сашей. Ну, Герман Греф Герой, генерал Николай Аулов, замначальника РУБОП, а затем начальник главка МВД по Центральному федеральному округу и замдиректора госнаркоконтроля Коля, генерал госбезопасности Сергей Королев, ну, тот, который с 21 года первый замдиректора ФСБ, просто Сергей, ну, а за глаза болтай нога. А еще в разговорах упоминаются как близкие контакты там и вице-премьер Дмитрий Казак, и министр связи Леонид Рейман, и бизнесмен Олег Дерипаска. С испанского берега Петров решает вопросы строительного бизнеса в Петербурге. И тут же обсуждает со своим давним соратником, дважды судимым за убийство Леонидом Христофоровым, куда девать полученное от некого армяна, на которого напустили жути 200 тысяч. Радуется назначению Александра Бастрыкина председателем Следственного комитета и лоббирует назначение его заместителем своей креатуры Игоря Соболевского. С зампредом следкома Соболевским общается лично и обсуждает Сашку, ну то есть Бастрыкина, и по его просьбе решает для Следственного комитета вопрос с помещениями в Петербурге. Толю и Витю, ну то есть министра обороны и премьер-министра, приглашает на свой день рождения, который отмечал в Петербурге в 2007. Кажется, приглашенные пришли, потому что упоминается, что Сердюков ему саблю подарил. С депутатом Госдумы Виталием Резником, ну, тем, что был топ-менеджером Банка России, отношения и вовсе напоминали связку начальник-подчиненный. И начальником точно был неофициальный политик. Да, Славик. Олег, Яночка, привет, дорогой. Слушай, что я тебя беспокою? Я Антоше там давал одну бумагу, рисовал, да? С которой он должен переговорить там с человеком. Да я понял. Понятно, с каким, да? Значит, там сейчас ситуация следующая, что как бы высочайший царь там на такой же бумаге, на аналогичной бумаге написал положительную резолюцию. Значит, мне надо срочно знать, потому что там всякие игры идут внутри, ниже. Значит, мне надо срочно знать, какая ситуация вот в этом отношении. Вот срочно не получится, он вчера улетел, но сегодня должен быть. Во сколько он должен будет быть? Точно неизвестно, но ближе вот к 4, 5, вот так, 6. И да, в большинстве записей знаковые фигуры сами в разговоре не участвуют, а только упоминаются, но сам тон обсуждения и количество материала, и контекст, в котором они присутствуют, ну, у меня так сомнений не вызывают. Когда информация о разговорах Петрова была опубликована, вовлеченные лица поспешили от знакомства отказаться. Ну, кажется, не открестился от Петрова только Анатолий Сердюков. Что у испанцев получилось-то в итоге? Задержали 20 человек, еще 7 в розыск объявили, и среди задержанных, ну, такие знаковые фигуры 90-х, да, ну, там, Петров, Малышев, Христофоров, Мустафин, прочее. Следствие и суд продолжались 10 лет, чтобы закончиться позорным результатом. Как-то оказалось, что сеньору Геннадиусу Петрову вменяли, кроме роскошной жизни и больших трат, ну, типа куртки из кожи аллигатора для супруги стоимостью там несколько десятков тысяч евро, только налоговые нарушения, да, и легализацию преступно нажитых средств. Испанцы установили, что с середины 90-х обвиняемые на счета созданных ими испанских компаний переводились ведь на огромные деньги из офшоров Кипра, Панамы, Вирджинских островов, а эти деньги через дочерние девелоперские компании отмывали, приобретая недвижимость уже в Испании. Ну а еще контролируемое Геннадием Петровым общество Интернасьон в 2005-м приобрело яхту «Саша» там, за 3,5 миллиона евро, но НДС не уплатил, а это 530 тысяч евро. Ну и таких примеров не один, не два, не 10, а много больше. Самое главное, что следователи вроде как считали, что вот все деньги, которые поступали в Испанию через офшоры, они получены в результате преступной деятельности. А вот этого доказать не удалось. Ну и вряд ли могло удастся, если источник средств был в России, а правоохранительные органы России не спешили содействовать. Как говорил следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда, российские коллеги не смогли установить местонахождение фигурантов дела, скрывшихся в России, не возбуждали дело коррупции по информации, переданной из Испании, не дали возможности допросить высокопоставленных фигурантов в качестве свидетелей. Ну и вообще пытались забрать уголовное дело к себе. Ссылаясь на Страсбургскую конвенцию 1972 года о передаче уголовных дел, утверждала, что сумеет лучше провести расследование в отношении российских граждан, а в случае их осуждения обеспечить их социальную реабилитацию. Ну да, Бастрыкин
который Саша, со своим замом Соболевским, который по телефону отчитывался перед Петровым, да, они бы обеспечили реабилитацию. Но следствие шло и шло, арестованные сидели и сидели, а потом их начали постепенно отпускать, ждать суда на воле. И через 19 месяцев заключения Геннадий Петров вышел под залог в 600 тысяч евро, Малышев под 500 тысяч, а Леонид Христофоров под 300. Похоже, испанские прокуроры точно просчитали, как к тому времени сложился расклад в бандитской иерархии. Петров на первом месте. Ну да, впрочем, так и говорилось в их отчете. Малышев зависел от Петрова финансово, а Петров от Малышева исторически. Да, финансы в 2000-х стояли уже на первом месте. Прокурор Хосе Гринда в интервью говорил: Малышева уважали в криминальной среде, правда, больше за его прошлое, а не настоящее. А Геннадий Петров очень уважаемый человек в политической, властной среде, а также в криминальной сфере. Малышев останется в Испании вплоть до приговора в 15-м. Петров и Христофоров почти сразу получат разрешение съездить в Россию, ну как бы на лечение, и в Испанию они не вернутся. Какое-то время испанские власти будут удовлетворять медицинские справки, в соответствии с которым болезни так сильны, что не позволяют подследственным путешествовать. Потом их все-таки объявят в розыск. Прокурор Гринда, между тем, рассказывал, что Петров отпросился в Россию, потому что ему нужно было посоветоваться с сыном перед тем, как заключить сделку со следствием, а вовсе не из-за слабого здоровья. Ну, вообще что-то лукавят испанцы. Но вот что это было? То ли коррупция, которая пробралась в прокурорско-судебную систему, да? То ли просто осознание невозможности доказать наличие преступного сообщества и желание как-нибудь сбагрить этих подсудимых. Вот я не знаю. Но похоже, что испанцы охотно выпускали злых русских мафиози в Россию с тайной надеждой на их возвращение. Кто вернется при какой-никакой вероятности серьезного срока в тюрьме, хоть бы европейской? Ну, они и не вернулись. А в России у Петрова было все хорошо. Находясь в Испании, он организовал в Петербурге приличное пристанище. У него и до этого была очень неплохая квартира в очень специальном доме на Таврической улице 35. Ну, там его соседом по площадке был Владимир Кумарин. Ну да, вот так лидеры соперничающих группировок жили дверь в дверь. Во-первых, 260 квадратных метров, наверное, было уже мало, да и соседство с ночным губернатором надо было менять на более респектабельное. Компанией Петрова БСК на Каменном острове на 2-й Березовой аллее был построен дом номер 19. Самый элитный, самый престижный, самый дом в Петербурге. Не углубляясь, некоторые из его бывших и нынешних жильцов. Владимир Кожин, на тот момент управляющий делами президента Путина. Аркадий Ротенберг, парень-партнер президента Путина. Юрий Ковальчук был пайщиком кооператива «Озеро» вместе с Путиным. Николай Шамалов, сосед по кооперативу «Озеро» и отец зятя президента Путина. Светлана Кривоногих, не чужой Путину человек и более чем вероятно мать его ребенка. И несколько менее известных публике имен акционеров Банка России, там и пайщиков «Озера». Вот это достойное уважаемого в обществе человека окружения. Ну, не чета ранее судимому безработному Владимиру Барсукову-Кумарину, который, кстати, ко времени возвращения Петрова в Россию вообще окажется за решеткой. Ну и зачем крупному легальному бизнесмену господину Петрову вызывать ненужные ассоциации с таким даже бывшим соседом? Вот бы еще узнать суммы сделок о приобретении хором всеми этими людьми. Ну, увы, нереально. И после возвращения в Петербург Геннадий Петров опять вроде бы не очень заметен. Ну, конечно, если не присматривал. Потому что как так получилось, что его сын Антон, едва перешагнув четвертьвековой рубеж, становится очень-очень успешным бизнесменом. И в семье Петровых крупнейшая в России сеть ювелирных магазинов 585. Ну, строительный бизнес, конечно, БСК, Балтийский монолит, ну, там еще управление недвижимостью, там фитнес-клубы Fit Fashion, сеть пекарен Цех 85, ну и кое-что по мелочи, там, вроде комплекса по выращиванию роз, гектаров так на 30. А между тем, большое испанское дело по операции «Тройка» осенью 2018 года пришло к позорному финалу. Суд оправдал 17 обвиняемых, включая депутата Владислава Резника. Потому что, с одной стороны, суд установил, что действительно коммерческие операции, в которых участвовали фигуранты дела по поручению Петрова, были очень странными, подозрительными и часто лишенными экономической логики, что характерно для отмывания денег. Но прокуратура прямо заявляла,
что эти деньги были получены в том числе в результате убийств, контрабанды оружия и наркотиков, вымогательства, мошенничества, подделки документов, подкупа и других преступлений. Ну а с другой, деньги прошли через российские офшорные банки, то есть оказались как бы легализованы. И суд посчитал, что их преступное происхождение не доказано. Нет грязных денег, так нет отмывания. Но еще из 27 первоначальных обвиняемых перед судом предстали 17. 10 человек, которые, по мнению испанской правоохраны, занимали в преступной иерархии высшее положение и были ответственны за организацию криминальных схем, они были выпущены этими же самым правосудием из страны до суда. Ну, включая Петрова, Малышева, Христофорова, Кузьмина. Как сказал адвокат Хосе Санчес, такой суд свадьбы без невесты, да, и он прав. Что-то Петров в Испании, конечно, потерял. Ну, залог, там кое-какую недвижимость. Виллу вот конфисковали под пансионат для больных детей и хотели передать. Но на родине нашел. Как выяснилось, семья Геннадия Петрова зарабатывает не только на ювелирном бизнесе, на свежей выпечке и на фитнесе, но и на крупнейших федеральных строительных проектах. Важные истории увидели Петрова, разбираясь с контрактами на строительство трассы Таврида в Крыму за 150 миллиардов рублей. Ну, что почти в 2 раза превышает обычную стоимость строительства дорог такого класса даже в России. Исполнителем числится компания ВАД – высококачественные автомобильные дороги, принадлежащие неким Валерию Абрамову и Виктору Перевалову. А субподрядчик – группа ЦБИ – цементно-бетонные изделия. А самая прибыльная компания в группе – Мостодарстрой 82, а 45% этого Мостодарстроя Геннадия Петрова лично. А еще 45% человека очень похож на номинала. Так что то, что Таврида обошлась вдвое дороже, ну, Путину же понравилось. Здорово, красиво. И не только Таврида. Миллиарды были получены, например, на строительстве трассы Скандинавии от Петербурга до финской границы. Ну, а многого мы наверняка не видим ввиду запутанной системы корпоративных, а главное личных связей. Ксения Собчак в 2018 году, отвечая на вопрос, как влияли такие люди, как Петров, Малышев, Кумарин или Цепов на работу ее отца Анатолия Собчака и какую роль они сыграли в судьбе России, ответила, что Собчак с ними, конечно, сталкивался. А впоследствии одни стали ключевыми игроками рядом с Путиным. С другими, наоборот, поступили очень жестко. Как раз с бандитами, кстати. Мне кажется, Путин-президент хорошо понимал, с кем именно он имел дело в Питере. То, что произошло с Кумариным и Глущенко, это радикальное решение вопроса. С ними жестко разобрались, чтобы не оставить ни малейшего следа их деятельности. Ну что ж, видимо, разобрались не со всеми. И Геннадий Васильевич Петров из криминального авторитета, если и не стал ключевым игроком рядом с Путиным, ну, оказался совсем где-то недалеко. Это было «Черное дело». Посмотрите и другие наши выпуски, если еще не видели. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы вернемся с новыми историями.